Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас, что пишет армянская пресса о ситуации в Карабахе. Сейчас и армянская, и азербайджанская пресса обсуждает эти события, где азербайджанцы перекрыли дорогу. И теперь вот газета «Грапарак» сообщает, генерал Волков, провел долгую беседу с Баласаняном, там видите на фотографии, он вверху. И там была достигнута договоренность. Ознакомлю, что здесь пишут. Газета «Грапарак» пишет, что хотя секретарь Совета Безопасности Карабаха Виталий Баласанян, его команда по призыву руководителя российских миротворцев со вчерашнего дня пытается подложить под голову общества мягкую подушку, заявляя о том, что в Лачинском коридоре не будет пропускного пункта. А вопрос установки рентген-сканера пока лишь обсуждается. Однако наши источники говорят, что по вопросу установки этих устройств уже достигнуто согласие, и в ближайшее время на пропускном пункте миротворцев будут установлены такие сканеры. В общем, последняя информация, здесь в Лачинском коридоре будут стоять сканеры, которые будут просвечивать все грузы, которые вывозятся из территории Карабаха и завозятся в Карабах. Так, здесь потом еще продолжу эту тему дальше. Так, азербайджанцы смогут в онлайн-режиме наблюдать за пассажирами и содержимым багажников, въезжающих в Карабах и выезжающих оттуда автомобилей. То есть будет осуществляться контроль коридора совместно с русскими. Хотя в трехстороннем заявлении 9 ноября 2020 года четко установлено, что дорога будет находиться только под контролем российских миротворцев. Однако есть сведения, что накануне командующий российским миротворческим контингентом Волков провел долгую беседу с Баласаняном, чтобы не поднялась волна антироссийских настроений, и решили пока скрыть факт этой договоренности, пишет газета. В общем, все, что будет происходить в Карабахе, будет вывозить золото или возить туда контрабандное оружие, все будет онлайн-режим. Камеры будут стоять, все будет просвечивать. Я понимаю только, где будут азербайджанцы находиться, чтобы отслеживать. Ну, видно, им будет служба специальная, таможня, и будет отслеживать, что происходит в Лачинском коридоре. И вот тут, извиняюсь, так, Абрамян заявил, что Азербайджан при молчаливом согласии властей Армении усиливает давление на Карабах и ускоряет нежелательные для нас процессы. В общем, чем дальше, тем труднее будет выживать карабахским армянам. И вот что здесь пишет армянская пресса. Попытки Азербайджана получить контроль над соединяющим Армению с Карабахом коридором, а в действительности дорогой, создали довольно непростую ситуацию, заявил Тигран Абрамян. Поступающие на эту тему сигналы из Карабаха от российских миротворцев и Азербайджана противоречивы. Единственное, что очень четко, то, что Азербайджан делает все, чтобы получить как минимум функцию контроля над осуществлением грузоперевозок из Армении в Карабах и обратном направлении. Но это точно. Уже все договорено. Будет ли это сделано совместно с российской стороной или в каком-либо формате, уже не важно. Это станет большим ударом по системе безопасности Армении и Карабаха и крупным шагом в процессе поглощения Азербайджаном Карабаха. Ну да, уже контроль берет Азербайджан над Карабахом. Это прибавить, если прибавить к этому экологический, а в действительности просчитанный политический шаг Азербайджана по мониторингу недр Карабаха, в действительности внедрение механизма контроля, то картина становится полной. Азербайджан при молчаливом согласии властей Армении усиливает давление на Карабах и ускоряет нежелательные для нас процессы, заявил Тигран Абрамян. Вот он на фотографии. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.